Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный домашний торт «Шоколадная сказка». Торт состоит из меру влажных воздушных шоколадных коржей, нежного сливочно-шоколадного крема и миндально-шоколадной крошки. Коржи для торта можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Готовится торт просто, получается красивым, высоким и сказочно вкусным. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 22 см, высотой 8 см и весом килограмм 700 граммов. Давайте приготовим. Сначала приготовим миндально-шоколадную крошку. 100 граммов очищенных и подсушенных миндальных орехов измельчим небольшими кусочками. 70 граммов молочного и белого шоколада растопим в микроволновой печи или на водяной бане. Добавляем 1 чайную ложку растительного масла без запаха. Перемешиваем до однородного состояния. Высыпаем измельченный миндаль. Перемешаем, чтобы шоколад полностью обволок весь миндаль. Перекладываем орехово-шоколадную массу на пергаментную бумагу. Разравниваем тонким слоем и убираем в холодильник, чтобы шоколад застыл. Также заранее приготовьте пропитку для коржей. Заварите крепкий сладкий кофе. Я к 100 граммам или миллилитрам горячей воды добавляю 2 полные чайные ложки растворимого кофе и 2 чайные ложки сахара. Перемешиваем и оставляем кофе остывать. Приготовим коржи для торта. В чашу просеем 180 граммов или 9 столовых ложек без верха пшеничной муки, 45 граммов или 4,5 столовые ложки без верха какао. Добавляем 140 граммов или 7 столовых ложек без верха сахара, щепотку соли, 10 граммов или 1,5 чайные ложки соды. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 220 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 90 граммов или 9 столовых ложек растительного масла. Добавляем 3 яйца. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 15 граммов или 1 полную столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния, реакция уксуса должна полностью прекратиться. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Тесто получается не густое, оно легко стекает с лопатки. Делим тесто на 2 равные части. Будем выпекать 2 коржа. Я выпекаю коржи в разъемной форме диаметром 26 см. Дно формы застилаю пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать не надо. Переливаем тесто в форму, разравниваем и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов ориентировочно 12-15 минут. У меня каждый корж выпекался 12 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой, она должна выходить сухой. Пересушивать корж не надо. Проходим ножом по краю формы и освобождаем корж от формы. Накрываем пергаментной бумагой, решеткой и переворачиваем. Убираем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался. Оставляем корж остывать и таким же образом выпекаем второй корж. Данные коржи можно выпекать также и на сковороде. Как выпекать данные коржи на сковороде вы можете посмотреть в предыдущем моем видео. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Остывшие коржи, они у меня диаметром 26 см, я обрезаю по форме диаметром 22 см. Половинку одного обрезанного края коржа убираем в сторону, ее мы будем использовать для обсыпки боков торта. Оставшиеся обрезанные края от одного целого коржа и половинку от второго нарезаем небольшими кусочками. Эти кусочки мы будем добавлять в крем. Застывший миндаль с шоколадом отделяем от пергаментной бумаги. Нарезаем небольшими кусочками и мелко робим. Вот такая шоколадно-миндальная крошка у вас должна получиться. Делим визуально крошку на 2 части. Одну часть будем использовать для прослойки, второй частью посыпем торт сверху. Приготовим крем. Взобьем до светлого и воздушного состояния 150 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры.
К взбитому сливочному маслу в два этапа добавляем сгущенное молоко. Каждый раз хорошо взбивая миксером до однородного и воздушного состояния. Всего нам понадобится 250 граммов сгущенного молока. Обязательно берите качественное сгущенное молоко, в состав которого входит только цельное молоко и сахар. Чтобы крем не расслаивался и хорошо взбивался, сливочное масло, сгущенное молоко и сливочный сыр должны быть одной комнатной температуры. Добавляем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха просеянного какао. Сначала перемешаем, чтобы какао не разлетелось. И хорошо взобьем все миксером до однородного и воздушного состояния. Добавляем 250 граммов сливочного сыра маскарпоне. Сыр мягкий, комнатной температуры. Перемешиваем на небольших оборотах миксера до однородного состояния. Вот такой крем получается, у него нежный шоколадный вкус, после стабилизации крем отлично держит форму. Сразу отложите 2 столовые ложки крема, этим кремом мы смажем верхний корж. И отдельно отложите еще 2 столовые ложки крема, этим кремом мы в конце обмажем бока торта. А пока этот крем убираем в холодильник. Высыпаем в оставшийся крем нарезанные ранее кусочки бисквита. Перемешиваем все вместе до однородного состояния. Кремовая прослойка готова, делим ее визуально на две части. Одна часть меньше, другая больше, примерно 1 к 2. Большую часть будем выкладывать между коржами, меньшую сверху на второй корж. Сформируем торт. Выкладываем корж на тарелку и пропитываем его 1/2 частью пропитки. Я сразу установила разъемную форму и ацетатную пленку, но можно это сделать немного позже, так как потом мне пришлось ее снимать. На корж равномерно выкладываем большую часть кремовой прослойки и равномерно ее разравниваем. Кремовую прослойку сверху посыпаем 1/2 частью шоколадной миндальной крошки. Я рано установила форму и пленку, поэтому пока их снимаю. Второй корж промазываем ранее отложенным кремом. И выкладываем его на крошку кремом вниз. Сбоку крем подравниваем. И вот теперь надо установить ацетатную пленку и разъемную форму. Пропитываем второй корж всей оставшейся пропиткой. На корж выкладываем и равномерно разравниваем оставшуюся часть кремовой прослойки. И посыпаем оставшейся частью шоколадно-миндальной крошки. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 2-3 часа. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Обмазываем бока торта ранее отложенным кремом. Друзья, я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, на нем я выставляю проверенные старые и новые свои рецепты. 15 граммов молочного белого шоколада растопим в микроволновой печи или на водяной бане. Добавляем в шоколад немного растительного масла без запаха и перемешиваем до однородного состояния. Перекладываем шоколад в кондитерский или пищевой пакет, делаем маленький срез с уголка и рисуем шоколадом мелкую сеточку. Также для красоты я выдавливаю шоколад в виде капелек. Обрезанные кусочки, которые мы откладывали для обсыпки края торта, измельчаем в блендере в крошку. И обсыпаем крошкой бок торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, готовится просто, советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.